Я хочу видеть рок-звезду, которая пьет бутылку водки, играет. Вот, чувак, вот тебе, пожалуйста, делай, как считаешь нужным. Короче, если вы не выпустили вашу музыку в сеть и никто не написал херовый коммент, вас нет. Время спойлеров. Артисты не болеют. На 10-м треке у меня просто левая нога отвалилась. Записать 11 треков за 8 часов. Вот эта вот история там. Оба. Да, там есть еще что-то? Есть только музыка. Все. И ничего больше. И еще к этому немножечко вот для аппетита, немножко лаве, да? Да. Немножечко зелень. Он такой, у меня типа нет инструмента. Я говорю, у меня есть. Не проблема. Смотрите, у меня есть. Это Music Man. В очереди нужна группа, нужны шмотки, нужны там женщины. И я такой, а давай. И так вот каждый раз, когда мы встречались, вот те, кто латентно заинтересован, короче, латентность вы убирайте. Привет! Сейчас начнется подкаст, а пока хотел кратко рассказать тебе про нашего сегодняшнего гостя Макса Потапова, который пришел к нам на подкаст, чтобы рассказать про свое детище Pineport. А также хотел бы тебе поведать про небольшие изменения и новости на этом канале. В частности, про рубрику «Подкасты», которая переезжает на отдельный канал и будет называться «Бриан Подкаст». Сейчас там загружены шортсы, которые представляют из себя небольшие фрагменты с наиболее интересными темами и приколами со всех подкастов, которые выходили на этом канале. Обязательно чекни их, а также подписывайся на канал, скоро там будет выходить новый сезон подкастов. А на этом канале этот подкаст будет последним. Ну и вернемся к Максу. С ним я познакомился не как с предводителем Pineport, а как с сессионным барабанщиком, который принимал участие в таких проектах, как Rowdy, сейчас это Равдина, а также проектом Walking Across Jupiter. Извините за мой английский, если что не так сказал. Кстати, данный проект достаточно ярко показал себя на музыкальных стриминговых платформах, и некоторые релизы достигают миллионных прослушиваний. А если тебе интересно, как ребята достигают таких высот, напиши в комментариях, мы пригласим Александра Валитова, и, возможно, он будет настолько добр, что придет к нам и расскажет, как же все-таки покорять музыкальные сервисы. Но если тебе, в принципе, интересна тема инструментальной музыки, то можешь посмотреть наш предыдущий подкаст, где мы с Валерием Мефодовским очень много говорим о роли инструментальной музыки в современном мире. Ну а я на волне впечатления от данного подкаста сдул пыль со своего старого трека и записал его инструментальную версию, где партию вокала взяла на себя скрипка. Спасибо, Алексей, а также спасибо Артему Урванову, который воссоединил это все в единую композицию, которую вы имеете радость прослушать на всех музыкальных стриминговых сервисах. Также на этом канале недавно вышло видео на эту песню. Обязательно перейдите по ссылке, послушайте также версию с вокалом и напишите в комментариях, какая версия вам нравится больше. Вы, наверное, спросите, а при чем здесь Макс? А Макс здесь принимал непосредственное участие, так как был приглашен в качестве сессионного барабанщика, чтобы записать данный трек. Ну и, наверное, хватит записывать этот монолог, ведь вы перешли сюда, чтобы посмотреть и послушать подкаст. Поэтому наливайте себе в стакашку, что вы там обычно любите пить, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ну что, Макс, привет. Здорово. Как добрался? Да хорошо. Очень рад, что ты позволил мне прийти к тебе и пообщаться. И я готов с тобой поделиться всей информацией о себе и музыкальных своих достижениях, проектах, планах. Все, что есть на душе. Все, что есть на душе, да, я готов излить тебе. Ну, ты хорошо выглядишь. У нас на улице Таджикистан в плане погоды устроили. Достаточно бодер. Так что Петербург. Наконец-то пришло солнце, люди увидели неизведанное явление вверху, желтое, красивое, светящееся. Наконец-то, да. Надеюсь, это продлится довольно долго, пока мы не ощутим на себе вот эти все положительные эмоции в виде того, что я наконец-то в шортах, я наконец-то могу надеть солнечные очки, рубашку и просто вот так вот с ноги выйти из дома и прогуляться не в куче одежды, с мороженым, там, с наушниками в ушах, насладиться солнцем. В общем, цените солнце в Питере, это редкость. Так, обычно я отпускаю коней, а сейчас наш гость. Давайте-ка его представим. Человек, который не понаслышке знает, что такое палочки и не палочки для того, чтобы брать суши.
чтобы бить больно и звучащий по барабанам. Это основатель и локомотив проекта Pineport Максим Потапов. Ура! Так, ну и что, сейчас сразу перейдем к делу, не будем кота, Да. так сказать, Да. тянуть. Начнем с того, чем ты, собственно говоря, занимаешься. Увидел изначально тебя как человека, который снимает драмкамы, там какие-то барабанные истории, каверочки, ты Плейтру, записываешь видосики на красивых праздничных барабанах. Кстати, мне очень понравилось, у нас тут даже был спор с коллегами-музыкантами о том, что барабаны-то красивые, вот эти, которые подсвечиваются, как они, нейлоновые? Ну да, получается, сами барабаны по себе, они подсвечены неоном, но они же из плексиглаза, вот, поэтому, Это я и хотел услышать, из Да. чего они. ну да, Ну, плексиглаз. смысл в том, что, типа, люди говорят, знающие, звук не тот. А я говорю, зачем мне звук, когда, допустим, концерт, нужно шоу, чтобы все светилось красиво, Ну да. а тем более для видео. То есть это, наверное, для студии больше важно, там, дерево, вся вот эта история. А здесь, Ну, да. вообще, по поводу этого могу сказать, все зависит от тех целей, которые ты перед собой ставишь. Если ты хочешь действительно шоу, если ты хочешь, ну, и при этом ты там играешь какую-то, ну, довольно простую музыку, где ты, ну, условно, как бы просто не напрягаешься и показываешь себя во всей красе, да, то да, прикольно, вот. Или, например, опять же, для какого-то видео, тоже прикольно, тоже, ну, как бы необычно, неординарно. Разные можно использовать неоновые подсветки. Вот. А что касается акустики, то есть именно непосредственно дерева, да тут тоже, блин, столько всего. Честно говоря, сейчас настолько эта индустрия развилась, что раньше ты, ну еще может быть лет 10 назад, такие загоны, типа, о, мне нравятся матовые, о, мне нравятся там Мгм. не матовые, а такие, как они? Ну, чисто визуально Чисто тут визуальные, да. А сейчас там просто, ну, столько всего есть помимо этого. То есть ширина, там, длина, углубление, дерево, там, ну, то есть столько всего. Короче, я хотел сказать о том, что действительно все от целей зависит. То есть какую ты цель ставишь. Если ты хочешь записать на студии, и ты хочешь конкретного звучания, то ну, как бы ты выбираешь, исходя из того, что есть. Вот. У нас в Рашке, наверное, так как бы, Мгм. по-другому никак. Вот. То есть ты приходишь на студию, и то, что там есть, ты с этого и берешь все. Вот. А если у тебя есть барабаны свои, ну тут, извини, молодец, вперед. Вот. Мгм. Но зачастую, на самом деле, вот звук, просто ты про звук сказал, Мгм. здесь немаловажную роль играет ну, сам барабанщик, то есть как он играет, и пластики. Мгм. Вот, то есть надо не только уметь, как говорится, владеть инструментом, но еще понимать, как он извлекает звук и за счет чего он так извлекает звук. Поэтому мотайте на ус. Атака и пластик. Да, атака и пластик. Ну, там еще куча всего, там и динамика, и чувство времени, и, в общем, ритма, и грув, и все, много всего интересного. Этому всему ты учишься как бы больше на репетициях, скажем Мгм. так, да, ну и дома, естественно, дома там техника и все остальное. Но вот что касается какие барабаны и для чего, это да, все от целей. Ты, кстати, сказал про дом. Я тут сразу спрошу и ковырну туда, Давай. вглубь, в самое начало. Давай. Еще даже до твоего рождения. Ну, У тебя ведь музыкальная семья, у Да. тебя отец, Да. бас-гитарист, на Music Man там лобает, да? мгм. Цель-то какая была? Заполнить ритм-секцию? Такой, мой сын будет играть на барабанах, да? Отличное Ну, решение. кстати, очень хорошая тема. Меня вот, как бы папа, он, Дмитрий Потапов, на самом деле очень творческий и талантливый человек, и очень много он посвятил жизни своей вот именно музыке. Вот. И он же является организатором фестиваля Bass Day у нас в Питере. То есть они либо проходят там раз в 2 года, либо раз в 3 года, но они как
они проходят, скажем так, они развиваются, трансформируются, проходят. В общем, у меня отец этим занимается. Вот. А что касается вот зерно, да, ритм-секции, о том, о чем ты говоришь, нет, такого не было. У меня папа просто занимался музыкой, и я к этому подошел сам. То есть он меня не толкал туда. То есть он не сеял во мне зерно музыканта. Я за ним наблюдал. И как-то в какой-то момент все началось даже не с барабанов, а с классической гитары. То есть вот эта вот классическая гитара с нейлоновыми струнами, с широким грифом, там, значит, кино, это учился я играть. И в какой-то момент в школе я как-то, когда переходил с 9 класса в 10, я почувствовал себя как-то, какой-то, короче, каким-то таким, типа популярным, что ли, потому что участвовал во многих движухах в школе, и какое-то произошло, знаешь, вот с 9 в 10 класс, такой какой-то вот раз, и уже там другие люди подцепились, то есть нас как-то совместили, и я почувствовал, что у меня появилось как бы на мне внимание, больше внимания. И я вот в тот момент, на самом деле это я сейчас понимаю, на тот момент я этого не понимал, но я участвовал во всех движухах. И так получилось, что я познакомился с ребятами, которые на гитаре играли, которые на клавишах играли. А у меня на тот момент отец, он был директором музыкального магазина на Нарской, Камертон. Вот те, кто, может быть, там тебя слушают, или, может быть, ты как-то слышал об этом. В общем, он на Нарской был, прям вот на этой площади Нарской. Вот, и там, прям вот в общаге моего университета, снизу был Камертон, магазин музыкальный, и там было первое мое знакомство с барабанами. То есть, на самом деле я вру. Первое знакомство у меня было в музыкальном магазине, где мой папа работал. Это «Шоумен». Если кто знает, слышал или вообще имеет представление, что такое «Шоумен» и «Техноложка», вот там был магазин. Вот. И первый раз там я сел за барабаны и как-то ощутил какое-то такое непонятное чувство, что типа что-то куча всего. Тарелки, прям вот просто вот так вот. Вот тут все котлы, значит, что куда нажимать. Я просто, естественно, поиграл как мог, просто, скажем так, без задней мысли, что типа прикольно или я там стану барабанщиком. Нет. И два события произошло. Это первое, это в школе, а во второе, в какой-то момент я увидел концерты, которые у папы были на кассетах. Это «Рамштайн» и «Никельбек». И, соответственно, вот от Никельбека меня прям торкнуло. То есть я увидел, прям там есть такой концерт у них, где показывают каждого музыканта близко. То есть прям, а у барабанщика там 3 прям камеры. То есть там между... Наконец-то. То есть да, вот обделили вниманием. То есть и там прям видно, как он играет, что он делает. А я уже, на тот момент больше как повзрослел, больше стал интересоваться этим, потому что стал общаться с людьми, которые занимаются музыкой и в творчестве в этом. И я как-то смотрел на это, и меня так вперло, что я решил из тех людей, кто со мной учился, там, и с кем я общался, заобщался, задружился, создать первый коллектив свой. То есть потому что у моего папы было, место, где я мог попробовать. И я сам, собственно, вызвался, сказал: пап, вот я хочу такую штуку, хочу приехать с своими друзьями, стоит барабанная установка. И разнести здесь все к чертовой матери. Типа того. Вот, и я помню этот момент, и мы собирались каждую субботу, мы приезжали, то есть, вот представь, школа, да, каждая суббота мы собирались вместе в 6 утра, садились на газельку, на 20-ку, ехали до Нарской, проводили 2 часа времени, это было просто лучшее, вот, как, не знаю, как первый поцелуй, знаешь, незабываемо, вот, и вот там было первое, когда я прям ощутил кайф от того, что у меня начало получаться, то есть, когда ты первый раз руки скрещиваешь, когда ты первый раз понимаешь, как бы, механику этого всего.
И вот оно само, я даже ничего не делаю. То есть меня, знаешь, я такой, я типа смогу, пофигу, давай, все, пошли. Море по колено, я смогу, я знаю, все, погнали. И вот я помню, приезжаем туда, значит, все это расставляем, там, ну, такой, как бы, было место специальное, куда это можно было поставить, включить комбики, подключиться. Ну, представь, там еще гитары висят, то есть можно было это все потрогать. Ну и, соответственно, что-то начало получаться. И все. И вот с этого момента оно началось. То есть, еще раз, конкретно мой папа в меня не вкладывал. Я имею в виду прям целенаправленно. Но я был с ним рядом. У тебя был просто пример, ты видел, смотрел, такой, и я хочу так. Нет, не Ну, то чтобы... примерно, да? Примерно, да. То есть В это этом как стиле. фон был, вот, но у меня прям, знаешь, такого не было, что я хочу вот прям так же. Скорее у меня было, я хочу, но не так же, а по-другому. Имеется в виду музыкой Да, заниматься, не именно да, строителем. там, Да, вот. Ну вот, собственно, так и получилось, что в какой-то момент я осознал, что мне нравится заниматься на барабанах и ни на чем другом. То есть на басу целенаправленно не было такого. На гитаре, да, было, но как бы не так сильно. Вот. А получилось так, что не было человека, который бы смог, ну, как занять позицию барабанщика. Ну, а мы же все знаем, что барабанщики — это пиздатые, как бы крутые чуваки. Вот. Да, На них все внимание. Вот. Ну и, соответственно, я на себя взял эту роль, надел на себя эту жилетку и пошел в мир, в светлое будущее, скажем так. Ну, мне кажется, здесь знаешь, какая история, что барабанщики типа пиздатые чуваки, круто рубят, это всегда смотрится эффектно, и ты такой, блин, круто. Но типа ты такой смотришь на концерт, и он вот где-то сзади, а спереди стоит дедушка Хэт и поет, а барабанщиком Ларс Юрьевич такой говорит, я как бы здесь тоже, и у меня тоже есть амбиции, поэтому большинство такие, блин, я, наверное, как Хэт буду все-таки стоять и петь. Но жизнь-то показывает, что вот тех чуваков, которые хотят стоять и петь, еще и свое, их очень много. А вот тех, которые умеют играть на барабанах, И петь. которые... Петь это вообще комбо. А вот просто умеют играть на барабанах и типа адекватно, их такие очень мало. Мало. И они очень, кстати, нужны. Потому что гитаристов очень много. Да, заводы стоят. Да, заводы стоят, они такие, я гитарист, какой стиль, давай, сейчас. И причем есть даже, знаешь, ну типа разновидность. Есть диванные гитаристы, есть не диванные гитаристы, да, есть гитаристы, которые, ну, в общем, там целая поляна. Вот. Ну, и я сейчас никого не хочу обидеть, просто, ну, как в форме шутки хотел сказать, что просто куча гитаристов, куча. Это неплохо, но Хотелось бы, чтобы были хотя еще и бы барабанщики. барабанщики, да, и И вокалисты. чуть-чуть басистов еще, пожалуйста. Не, на самом деле самое сложное это с вокалистами. Вот серьезно. Вокалистам сложнее. Я, кстати, задавался таким вопросом, когда хотел там свой проект организовать, у меня были песни, я такой думаю, блин, мне нужен классный вокалист, чтобы он, короче, пел. А потом ты начинаешь понимать, а кому нужно, чтобы твои песни пели, еще и без денег. Барабаны, как бы то ни было, их можно типа сыграть кому-то, и типа не очень будет слышно, что это там понятно, а так есть характерные барабанщики, которых прям стиль узнаваем. Но вокал это вот прям такие фишки, такая манерная история, что вот у него начнется какой-то, вот знаешь, в голове замут, и он такой, не хочу, не буду, там, неинтересно. Да. А у тебя уже записано, и ты такой, а что мне теперь делать? Мне теперь нужно искать, что... У меня усложняется еще сильнее задача, потому что мне нужно найти человека, который будет петь точно так же, типа в той же манере. Это еще сложнее, чем просто найти чувака, который это даже будет петь. будет еще сложнее тому человеку, который будет как бы Да, это ТЗ от тебя получать. Да. И все это еще, если у тебя нету финансовых вливаний, нету Да. продюсера. Да. Вот. И я как бы решил такой, блин, надо, короче, самому это делать. Нужно как-то вот как сделаю, так сделаю, буду уходить там, практиковаться. Но, по крайней мере, это уже сделаю я. И типа, если захочу, я это буду делать, и мне не нужно будет уже кого-то просить это, кстати, в плане вокала. Ну, это, кстати, похвально, что ты отважился на эту роль именно петь. Потому что ну, не каждый в себе найдет столько как бы сил и желания, да и времени. Времени очень много на это на самом деле должно уходить. Да. И как бы я не говорю о практике. То есть это...
У тебя потом еще случаются вот эти истории, когда ты приходишь на студию, ты говоришь, да вроде нормально, я научился. Мгм. Начинаешь записывать, Да. тебя приглашают вот в эту рубку, пойдем послушаем. Включают тебя без инструментов, без всего, и ты такой, давай перепишем, давай. Потом ты такой, давай я приду в другой день, я еще позанимаюсь, и мы запишем еще раз. Да, Это же... да. Нет, одно дело, когда у тебя есть время на это, есть возможности и финансовые, и вообще все есть, и ты как бы приходишь туда кайфануть, получить какой-то, ну, для себя как бы месседж, информацию о том, что ты хреново спел. Потому что так ты себя не слышишь, ты все равно придешь на студию, ты все равно будешь на студии записываться, и ты никуда от этого не денешься. И вот когда ты получаешь реальный опыт записи, и у тебя есть возможности еще прийти, это круто, конечно. Это да. А если, да, как ты говоришь, ну, все надо сделать за один раз, и быстро, и качественно, и вообще все в один день, это трудно, и на это нужно убить очень много времени. И даже так, у меня был такой опыт, но с барабанами. Был такой проект, он сейчас называется «Равдина», а до этого я был в проекте «Рауди». Это то же самое. Это то же самое, только одно перешло в другое. И мы вот с ребятами, когда там играли, придумывали, записывали, у меня была задача прийти на студию, записать 11 треков за 8 часов. Отличная история. Представляешь, вообще за 8 часов? Хотя бы можно было бы 8 треков за 11 часов. Нет, как это, знаешь, Нет, всё наоборот. как в Карлсоне, да, я лучше 12 тортов, 11 тортов и одна свечка. Но это вот Шикарно. история про меня. И я помню, как, во-первых, очень серьезно нужно подойти в этом случае к, ну, то есть какая цель стоит, да? Цель нужно качественно записать 11 треков за такой короткий период. Чтобы так сделать, ты понимаешь, ага, нужно 3 дубля на один трек. Причем ты пишешь его полностью, потому что писать по отдельности это, ну, Это еще дольше. это еще дольше, потому что важна динамика, важна, ну, много как бы Да, составляющих в живой записи, которые на это влияют. И благо было на то время у нас по 2, по 3 репетиции в неделю. Чтобы хорошо подготовиться. Да. уже. И, соответственно, это сыграло огромную роль в том, что я пришел и сделал это. Если бы этого не было бы, то было бы труднее, и, наверное, это было бы 2 сессии. И стыднее. Ну, и стыднее. Немножечко, Ну, да. честно признаюсь, на 10-м треке у меня просто левая нога отвалилась. Она просто отвалилась, отказала, и пришлось как бы ее приводить в чувство, скажем так. Дальше я просто продолжил, но было трудно. Но зато все сделали. И результат налицо. Тем, кому интересно, могут послушать этот альбом. Он сейчас Что за альбом? Вот сейчас он у проекта Равдина называется «Рауди». Вот, его можно будет, ну, он есть, его можно послушать. Вот там, соответственно, звучу я. Ну то есть они в проекте Раузина сделали альбом с А он названием на самом- предыдущего проекта. Ну, Рауди, скажем да? так, да. То Ну, есть, тоже нормальный ход, вот, как бы и- такая дань предыдущему коллективу, да? Да, всем, кто Интересно, к этому, да, был причастен. Ну и такая давай тогда, пока далеко не ушли, начнем-то уже про твой Давай. альбом. У тебя-то вышел вымученный, выстраданный альбомчик, который уже вот под твоим крылом, который ты выстрадал, и там все должно быть так, как ты хотел. Визави «Визави». альбомчик. И там как раз-таки присутствовала Дарья. Присутствовала, да. Я вообще рад, что она начала петь на русском языке, и очень приятно, что как раз-таки на англоязычном альбоме именно ее был трек на русском языке. Кто не знает, и, кстати, это достойный конкурент Дарьи Ставрович, Мгм. так что, если что, чекните. Крутая тема. Да. Ну, вообще, про этот альбом я что могу сказать от себя, да? Как бы из чего это все было соткано. То есть Да. вот это вот, да, вот то, что сейчас слышим мы, что под этим, под капотом на самом деле. Да, вот это интересно, там Вот же много всего интересного. Много должно быть. интересного. Вообще этот проект начинался
двумя людьми, мной и Димой Чижовым, гитаристом этого проекта. То есть мы оба два сооснователя на самом деле. То есть не я один, а мы два сооснователя. И это началось все в 2018 году. Вот. И на тот момент, мы просто, скажем так, мы встретились как-то, а мы уже давно друг друга знали. И мы встретились на концерте группы Барбер московской, которые вот эти вот, типа рок-н-ролл, типа этого Grizzly Nose No Remorse. Вот. Понял. И как-то так получилось, случай, и я ему предлагаю, смотри, а не хочешь попробовать еще раз? А мы как-то пробовали давно еще. Вот. И он такой, у меня типа нет инструмента. Я говорю, у меня есть. Не проблема. Не отмажешься. Не отважишься, да. Вот. А у меня на тот момент был американский телекастер Fender. Слушай, я бы тоже просто попробовать захотел. Ну Давай, вот. это, что ты. Да. Ну, собственно, на самом деле, в большей степени не это сыграло, а больше, наверное, сыграло то, что я в него как-то поверил, а он давно не играл. И мне было, на самом деле, на это пофигу. То есть, мне самое важное в человеке, что, в творческом человеке, именно когда мы какой-то коллаб делаем, чтобы он был заинтересован, чтобы он как бы прочувствовал, чтобы он был на одной волне, единомышленник, другими словами. Согласен. Это Вот. важнее, чем даже иногда опыт и мастерство. Да. То есть важно очень быть на одной волне. И неважно, как ты технически развит, потому что есть куча примеров, где, о технике там вообще можно и не говорить. Ну ты про всех-то там не говори. Да, есть там люди. Есть там люди, я знаю, да, там. Вот есть. Ребята, которые унижают известных людей, рассказывают, как они не умеют играть. Я просто смотрю, если они уж так, то со мной даже здороваться не будут. Но я и говорю, что это не суть, не самое главное. Вот еще раз, самое главное быть на одной волне. И так оказалось, что мы захотели одного и того же. И я как-то, может быть, со своей стороны открыл ему дверь, а он просто шагнул туда. И мы оба пошли, получается, вместе в одну точку. И мы просто за буквально 16 часов мы родили 3 трека. Просто от начала и до конца. В смысле, сделали демки и уже были готовы к тому, чтобы прийти и репетировать их. Но у нас не было еще одних участников, басиста и второго гитариста, кто требовался. И вокалиста, соответственно. Потому что это все-таки я не инструменталист, я больше пишу музыку, в смысле, она должна быть с голосом. Вот. Обязательно с голосом. И вот с этих пор, с 2018 года, этот проект стартовал, скажем так. И мы вообще на первых порах искали таких же людей, которые нас поймут, в это войдут. И мы нашли таких людей. Вот. И, пользуясь случаем, я хочу сказать им большое спасибо, потому что без их участия этого результата бы не получилось. Потому Ты что говоришь про старый состав. Про старый состав, самый первый То состав есть там этого человек, у которого борода сначала заходит. Нет, Это другой. Это другое. Это уже там Volume 3 этого состава, скажем так. Вот. Но об этом я чуть попозже расскажу. В общем, и так получилось, что мы нашли этих людей, начали репетировать, очень много репетировали, придумывали классную музыку. И все, что было записано, оно осталось. И в какой-то момент, так получилось, и так бывает, что цели у всех не сходятся в какой-то конкретный момент. И так получилось, что я ушел из этого вообще коллектива. А Дима, кто сооснователь, он меня поддержал и ушел тоже. И какой-то момент прошло, 2 года после репетиции я ушел, и, соответственно, после этого я возобновил опять эту историю, потому что, не могу я без музыки, никак. Все, она во мне, я не могу по-другому. То есть я не могу не сочинять, не придумывать, не устраивать такие коллабы. То есть для меня очень важно вербальное общение посредством музыкального не знаю, как это еще сказать-то? Коннект. Коннекта, да. Произошел коннект.
Вот, и мне всегда есть что сказать по этому поводу. Я имею в виду музыкально. Вот, и хочется сказать. Я чувствую в себе как много внутри вот этого капитала музыкального, с которым я хочу делиться, показывать. И вот, в частности, в этом альбоме «Визави» там вот все мое время, все мои силы, все мои переживания, все мои счастливые моменты, они вот в этом альбоме. И так получилось, что как бы, когда я решил это все возобновить, я оказался один. И я принял на себя как бы определенную ответственность, что да, могут эти ребята быть не согласны с тем, что я там начну дальше этот материал как-то дальше делать и дальше, и дальше. Но я подумал, какого черта? Почему я не могу высказаться? Почему этот материал не может В общем, для меня, если этот материал вот так вот на полочку я положу, это трагедия. Я не могу так. Но он всегда просто лежит и смотрит на тебя и говорит, когда? Да, я Когда? не могу так. Это для меня, все равно, что я себе в ногу выстрелю. Это больно. И... Много очень больно. Я не пробовал, но, надеюсь, предстоит. В общем, суть в том, что я взял на себя определенную ответственность и нашел в себе силы это возобновить, но уже как один человек. И стал искать себе сессионных музыкантов, кто это может перезаписать и издать. То есть это, можно сказать, ремастер того, что было в 2018. И вот то, что сейчас слышно там, это работа очень большого количества людей. В том числе и Дани Хабибуллина, в том числе, нашего знакомого с тобой, в том числе и других музыкантов Дарьи Равдиной, Валерия Юшкевича, басиста. Он приложил свой бас, свои руки, свое видение в то, что слышно на альбоме. И остальных участников, кто поет также, это Алексей Иванов, в прошлом это вокалист Jack the Flipper. И он, кстати, это первый вокалист Pineport. То есть в 2019 году он к нам пришел, и мы начали вместе лобать. И два трека, которые на альбоме, это Slack и этот Эго. Это его, то есть наша первичная коллаборация, которая сейчас есть. В общем, по каждому треку мы можем пройтись отдельно. Я могу рассказать каждую историю. Да. Мне кажется, если я не ошибаюсь и помню, это такой немного в духе Нормы Джин. Мне почему-то так показалось. Да. Хорошо. Да, это Норма Джин. Собственно, про Алексея, это тот вокалист, который был изначально в проекте, и мы с ним в какой-то момент опять встретились. Скажем так, я на него вышел и предложил доделать тот трек, который был недоделан тогда. Мы доделали, и в итоге он вышел. А что касается еще одного участника, который, соответственно, Макс Фадеев. В общем, он... Как так получилось? Он тоже знакомый Дани Хабибуллина. Они давно друг друга знают. И как так получилось, что мы в одной просто движухе, и я узнал, что он умеет петь, и у него есть еще одна такая, на мой взгляд, очень крутая способность очень быстро придумывать текст. Он в английском хорош, и в русском тоже, наверное. Все-таки мы как-то связались с ним, да? Да, все-таки как пообщались. В общем, у него талант быстро, прям на ходу сочинять мелодию и помогать придумывать аранжировку, то есть длительности слов, потому что он сразу рождает на ходу слова на английском, соблюдая общий весь смысл на всем протяжении трека, именно по лирике. Прям супер. Такое я за свою жизнь ни разу нигде ни у кого не видел. То есть мы нашли первого сессионного вокалиста и поэта, да? Да, именно так. То есть
Но тут на самом деле еще очень большую роль играет опять же тот момент, что ты на одной волне с ним. Если ты не на одной волне, то все, как бы что ты не делай, у человека может быть ступор, психологическая какая-то еще история или еще что-то, что мешает ему раскрыться. А когда ты ему даешь свободы, то есть доверяешь ему, вот касаемо доверия, это тоже очень важно, ты просто отдаешь ему возможность самовыражения. Как бы, вот, чувак, вот тебе, пожалуйста, делай, как считаешь нужным. Все, и вот он вошел в это и показал, что он умеет, и мне это очень сильно зашло, мне очень сильно понравилось, что он так заинтересован, и что он вот быстро что-то может находить, придумывать на ходу. И я такой, а давай. И так вот каждый раз, когда мы встречались, чаще и чаще начали встречаться, очень быстро начали рождаться идеи. А я все идеи записываю. И, соответственно, там недолго мы думали, быстро все родилось. И вот первый трек, первый сингл, который у Pineport есть, вышел Unblind. То есть это вот с Юрием Пономаревым, с его голосом, с его лирикой, и на эту же песню мы сделали лирик-видео. Причем делали мы лирик-видео сами. Нам помогли тем, что есть такой у нас друг Макс Яцков, и он помог чем? Он мне дал на время свой мощный комп и сказал: ребята, вот вы можете, используя это, если у вас есть навыки, а у меня есть навыки монтажа, попробовать сделать отправную точку с тем, чем я могу поработать дальше. И, собственно, мы это все снимали у Макса Яцкова дома на хромакее. Вот, была идея, мы это как все развивали, и в итоге потом я, уже сидя дома, это все размещал в какую-то логическую цепочку. Общаясь с Юрой, мы выстроили определенный концепт. Ничего сложного, на самом деле, это дело времени, и на самом деле это очень прикольно. Вот в плане монтажа вообще прикольная штука, не знаю, мне кажется, каждый должен попробовать. Вот. А что касается результата, да, вот вышел лирик-видео, получается, на эту композицию, и вот, получается, это была отправная точка, когда у Pineport что-то вышло вообще вот в мир просто. Вот это можно назвать днем рождения. Можно сказать, это знаешь как, реборн. Это перерождение, можно так сказать, потому что рождение все-таки было, вот, а это перерождение во что-то такое более серьезное, потому что когда ты выпускаешь трек, можно сказать так, типа на полочку, это одно, а когда ты вот именно даешь ему такую турбо, условно, в мировую сеть, на все площадки цифровые, стриминговые, то тут уже как бы не скажешь, что это на полке, это каждый человек, получается, в мире может это послушать. Опять же, тут все дело в рекламе, конечно, и в том, сколько ты вливаешь в развитие этого, да, это одна история. И вообще цель вот этого проекта, все то, что было накоплено с 2018 года, это все по-хорошему выпустить, а еще к этому добавить то, что у меня как бы есть, скажем так, наготове. Я не могу дальше двигаться, пока то не сделаю. Как бы я всем советую закрывать эти гештальты, потому что... Чтобы оно не звало тебя не там звало, оттуда, и чтобы у тебя у тебя воздуха больше было в груди, чтобы ты смог дышать наконец-то. А у тебя не получится дышать, если у тебя все легкие, завалены дымом, и его надо выпустить. Выдыхай, Бобер. Выдыхай, да. Короче, если вы не выпустили вашу музыку в сеть и никто не написал херовый коммент, вас нет. Вот пока это не случилось, хороший, плохой, вот вас нет. Кто-то должен что-то сказать по этому поводу. Но если вообще вот как бы про цели сказать, то это вообще является продуктом. В определенном смысле, да, это продукт, который уже можно развивать. То есть, выпуская продукт, ты как бы волей-неволей задумываешься, так, а что дальше с этим делать? Либо ты знаешь заранее, что ты с этим будешь делать, либо ты либо у тебя цель просто выпустить продукт и дать его на широкую массу, как бы, да, вот просто послушать, чтобы он там был. У меня цель
еще раз скажу, я хочу, чтобы эта музыка просто была доступна всем. И мне просто нравится, я получаю эстетическое удовольствие, что я зайду, например, в Apple Music, увижу артиста Pineport среди Perfect Circle, Norma Jean, там, не знаю, Aerosmith, ну и так далее. Вот они все у меня в мобильнике. Сейчас ты в основном зайдешь в ВК и в Яндекс. Нет, почему? У меня есть возможность, есть, я знаю как, пишите. Пишись. В общем, да, и в ВК, и вообще везде теперь просто я могу взять мобильный телефон, зайти и вот так просто нажать play и послушать. Вот открывается обложка, вот я слышу трек, все, я могу и послушать. Так же может сделать каждый. И вот это, я считаю, ну то есть это моя цель. Я хочу, чтобы вот мое творчество, оно было вот доступно всем. Неважно там, да, есть люди, которым нравится, есть люди, которые еще не послушали, есть люди, которые, ну там как-то к этому скептически, есть, которым вообще не нравится. Пожалуйста, я не против, главное мне нравится, главное есть люди, кому нравится. И вот, кстати, по поводу трека с Дашей, был такой случай, когда я его выпустил, это, кстати, второй трек, который после Unblind вышел. И почему, кстати, к Даше я пришел, то есть вообще почему Дашу привлек, у меня была определенная концепция на этот трек. То есть я сочинил текст на русском, то есть текст я придумал. Мелодия, которая была Поэтому изначальная. на русском, я понял. Ну, не только поэтому. Мне хотелось просто попробовать на русском это сделать, потому что, ну, хотелось просто вот понять для аудитории именно нашей, как это вообще сыграет. Ну, типа, какая-то будет разница или не будет разницы, ну, для малоизвестных, независимых артистов, скажем так. Ну и как? Слушай, ну, когда ты привлекаешь какого-то артиста, который на слуху, естественно, ну, что греха таить, Отклик есть. Отклик есть, он большой. Ну, в смысле, по меркам того, что раньше было. То есть первого трека, когда ты вообще no name. Вот. И в этом случае, когда ты делаешь фит, да, это очень прикольная история для того, чтобы ты как-то где-то засветился, где-то ну, на тебя обратили больше внимания. Слушай, да тупо, чтобы больше людей просто оценили его. Ну, да, То есть да. количество людей, которые Да. тебя оценят без фита с артистом известным, и когда ты один, это ну, несоизмеримо разное. Ну, и, соответственно, ты больше обратной связи можешь собрать, чем 2 посмотрела, или там 3 посмотрела, один написал говно, один лайк поставил, другой просто ничего не сказал. Ну да. То есть как-то хоть можно... Да, вот. И я просто уже на тот момент, когда я хотел пригласить, ну, именно вот фитануть с кем-то, ну, у меня была идея вот именно с Дашей попробовать. А у меня уже на тот момент у меня были уже вокальные мелодии на это готовы. То есть я, по сути, сделал на гитаре вокальную мелодию для этого трека. Ну, мы начали с Дашей работать с этим. Ну, естественно, это сессионно было для нее в ее случае. Я считаю, что вот на тот момент, когда мы начали с этим работать, я просто ей принес вот условно более-менее, ну, на 85, может, ну, на 80% готовую историю, которую она пропустила через себя, и на студии уже мы ее до 100% доработали вместе. То есть, естественно, ее индивидуальность, ее какое-то видение, ее какие-то предложения внесли вот остальные 15-20%, и в итоге вот оно дало что? Мне написал вообще чел из Германии, что типа, блин, очень классно, а это ее фанат. Короче, По-немецки написал? нет, он написал по-английски. А тогда еще, ну, не было никаких запретов в плане, там, споти не закрыт был, вот. И там в спотике все, кто там выкладывают музыку, знают, что там есть возможность задонатить. Там есть через PayPal, как бы, возможность задонатить. И чувак мне задонатил, ну, бабки, короче. Вот, и написал в Так, Фейсбуке. Яндекс, ВКонтакте, давайте уже вот тоже, чтобы кто-то смог задонатить уже. Ну, не просто послушать, а прям задонатил. Приятно же будет. Нет, это действительно... приятно было? Не, было очень приятно. Вот. Причем написал молодой человек, я имею в виду контингент, именно написал именно там чел, который вот, я посмотрел на его аккаунт в Фейсбуке, чел матерый, прям, ну, ему
там за 40, и он вот прям любит такую музыку, вот прогрессивную. И он прям написал, очень круто слышать Дашин вокал в таком прогрессивном треке, в прогрессивном роке. Он прям так и написал. А у меня музыка именно позиционируется как прогрессивная рок-музыка. Ну и, соответственно, для меня это было, знаешь, как подарок на Рождество. Ну, типа, вау, есть кому-то, зашло настолько, что он вот не поленился, дал там донат и мне написал, написал какой-то отзыв. Чувак, если ты это видишь каким-то образом, мы сделаем субтитры. Напиши что-нибудь в комментариях. Там. Это будет, конечно, Ну, в общем, прикольно. да, круто, когда вот кому-то настолько сильно его цепляет. Вот, видимо, видишь, он, видимо, ждал, когда Даша уже наконец-то сделает что-то прогрессивное. Вот. Ну и, соответственно, да, его, видимо, торкнул. Он так вот, оп, ура. Вот. Что касается вообще дальнейшей судьбы проекта, просто каждый год выходил сингл. Вот. И я уже настолько устал от этого, что... Ну, представь, вот, что такое выпускать один трек в год. Вот я расскажу. Это очень долго, да? Это очень долго, очень муторно. Это... Сейчас смотрят рэперы такие. Один в день должен быть. Один в день должен быть, да. Альбом. Один альбом в день, а ты один в год. Да. В общем, а так как это еще музыка давно уже записана, все было готово. Надо только найти вокалиста. И вот просто, чтобы ты понимал, а ты понимаешь. Ну, то есть, что такое на готовый трек записать вокал? Честно, это... Это караоке. Это караоке фактически, да. И тебя еще просят, не просто спеть, так вот, скажем так, на изи. Да я изи сейчас сделаю. Нет, от тебя еще просят, чтобы ты проникся этим и дал эмоцию. А эмоция в треке, когда ты трушно все делаешь, это чувствуется. И вот со всеми композициями это был просто очень трудный период, когда ты, одно дело сведение, ладно, там сведение обычно быстро, вот, а другое дело, когда ты вот с вокалом начинаешь разные истории, а когда, ты пробуешь это делать не с профессиональными вокалистами, а с любителями, у них и у самих-то нету видения того, как это должно быть, потому что если ты придешь к профессионалу, он тебе вот просто сразу тебе скажет, что там будет, и даже споет. И скажет, вот здесь я... либо предложит варианты, в каком стиле я смогу это сделать. Да. То есть сразу же будет от чего отталкиваться. А там идет поиск. То есть, естественно, я был готов к этому, что это будет занимать довольно большой промежуток времени. И я все-таки позиционирую себя музыканта, который хочет выпускать качественную музыку. Вот. В качественный продакшн делать. И, соответственно, это был ад, потому что такое, понимаешь, вот представь, с 18 года по 20 год, прошло 2 года, потом еще прошло 2 года, и тебя уже настолько эта музыка внутри пожирает, что ты уже хочешь все уже надоело, и ты уже настолько замылен есть, что ты не понимаешь, как хорошо, а как плохо. Тебе кажется, что и так хорошо, и без вокала. Вот, но на самом деле нет. И ты уже не понимаешь, как надо, а как не надо. А если ты еще всем этим один занимаешься, да. У тебя нету мнения со стороны. Нету мнения со стороны, нету вот этого критического мышления. А трек настолько уже вымучен и просто банально надоел. Вот. Есть такое, да. И ты стараешься вообще просто его не слушать, а просто сконцентрироваться именно на конкретно вокальной партии. Вот как будто бы это шум, а это вокальная партия. Я 3 раза это прошел, потому что каждый год выпускал сингл. И в какой-то момент, когда мы воссоединились снова с Лешей, мы пообщались и... то есть есть еще треки, на которые можно сделать классный вокал и выпустить их. И я понял, что быстро мы не сделаем. То есть
Леха, Не извини. Да. Я понял, что быстро его не сделал. Так он сам Лех тоже такой, это- спасибо за рекламу, чувак. Так он сам понял, что он быстро не сделает. И он и сам мне об этом сказал. Мы, естественно, оба поговорили об этом. Естественно, мы оба пришли к этому вместе. Для меня это, ну, не знаю, ну это просто вот так вот. Отрубить конечность себе. Блин. Это Ну, понятно, это тяжело. тяжело долго вымучивать. Вот. Тебя А все уже время хочется хочется двигаться дальше, да. выпустить. Да, вот. На данном моменте мы просто, ну как, перестали пока сотрудничать, вот. Может быть, мы еще посотрудничаем, но там видно будет. Но я понял, что мне нужно выпустить, вот, получается, в 2023 нашем году 3 трека. Я хочу, вот, я задал себе цель выпустить 3 трека. Это уже, вот, я говорю, рассказываю о том, что происходит сейчас. 2 трека уже выпустили. То есть, получается, новый трек Moving On и Slack, а он является, на самом деле, старым треком, но он тоже, получается, выпустили. Вот, получается, 2 трека уже выпустили. На подходе еще один. Так, подожди, так это в Визави они уже зашли. Да, а в Визави входит 5 5 треков, из них 2 новых, 3 старых, которые выпустили. Синглы вошли в альбом. А там еще такая петрушка, когда, скажем так, до ограничений была возможность через агрегатор иностранный выкладывать музыку. Есть такой агрегатор CD Baby. В чем его плюс? Может, кто знает, ты выкладываешь трек, платишь одну сумму и все. Больше ты ничего не делаешь. Ты платишь просто один раз и все. Ну там, понятное дело, в роялти, но зато чем это удобно? Вот тем независимым артистам, которые малоизвестны и только там начинают, это просто мана небесная, потому что ты платишь всего 9 баксов за сингл, а с тебя как бы забирают 20% с роялти твоих, 80 твои, ты просто как бы обеспечиваешь что? Ну просто никто об этом не думает, но это очевидно. Ты обеспечиваешь себе первое, что этот трек будет всегда там, всегда, вот он никуда не Хорошо, денется. что не каждый там месяц, не каждый Никакой год подписки, еще. ничего. И второй момент, вот тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, с артистом что-то произойдет. Не плюнь на это. Он как бы не любит. Да, живи. В общем, не дай бог что-то с артистом случится, то, ну, как бы, любая подписка, все, до свидания, трек. Ну, типа, он оттуда удаляется. Да. А тут нет. У меня появилось, как бы, ну, опасение, а как быть? Потому что из ВКонтакте эти треки ушли. И, блин, ну, как бы, получается, что в артисте ВКонтакте ничего нет. Ну, как бы, нет музыки. И меня осенило, блин, надо альбом сделать. Потому Всё что... это собрать в одну. Да, уже да, вот и эти- сделать так, чтобы оно было доступно ВКонтакте. Я нашел, да, действительно, агрегатор Your Tunes, у нас московские ребята. И здесь история очень прикольная с тем, что когда я начал разбираться в русских вот агрегаторах, которые выкладывают в стриминговые сервисы музыку, что плохо и что хорошо, значит. Давай. Плюсы и минусы. Давай минусы, потом плюсы. Вот зна- За масло. Вот значит, к положительной истории лично для меня это то, что поддержка, которая там сидит, она быстро и лояльна к тебе. То есть ты написал, тебе гарантированно, то есть есть такое понятие SLA. Кто знает, молодцы, кто не знает, учим матчасть. В общем, SLA – это условия, при которых тебе гарантированно дают ответ в течение конкретного вот промежутка времени. И все, и ты как бы… ну, Это да. это Не классно. то, что ты написал и ждешь. И да, ждешь там месяц. год. Ну куда? Ну зачем? Ну, в общем, и получается, что здесь мне посоветовали, и я связался с ними, посмотрел на их сайт, посмотрел вообще как что. Да, там есть подписка, но это как один раз кофе выпить в месяц. Да, есть определенные ограничения, то есть там есть разные тарифы. Есть и безлимит, есть и 8 то есть этих релизов, есть Ну, и можно 3. что-то какое-то прикрепить историю, если там кому интересно музыкант. Ну пусть вот, да, почитают да. условия. Вот, собственно, есть такой агрегатор в Москве. Они, соответственно, помогают музыкантам вот за такую подписку. И есть просто агрегаторы еще, там
RPM, там, есть One RPM, да, потом есть еще всякие разные. Тюнкор есть, Тюнкор ребята есть, да, такие. но Тюнкор уже тоже все. Да, да. Вот. Ребят, я помню эту историю. Вот. Они говорят, что типа ты вывести ничего не можешь, но платить ты можешь за подписку. Вот так, ребята, молодцы. Ну, в общем, да, и, собственно, для меня очень важную роль играет то, что ты можешь очень быстро получить фидбэк. Вот, пожалуйста, пример. Я выкладываю альбом, и почему-то один из треков играет только 2 минуты. Мгм. И я, естественно, сразу пишу, и мне на следующий день отвечают. Ну, извиняются, говорят, что пришлите нам трек, мы еще раз его зальем, он в течение 72 часов обновится. Все четенько, я отправил, они все сделали, ничего я не доплачивал, вообще они все сделали сами. Да, косяк, но они все исправили. Здесь, видишь, косячить могут все. Вопрос, как они закрывают этот момент, насколько быстро тебе не Да, отвечают. вот. И для меня лично вот это играет главную роль. Кто-то может, для кого-то это может не играть роли, и там есть другие фишки. Мгм. Вот то, что я, грубо говоря, плачу каждый месяц, и, ну, можно сказать, что да, я у них на крючке, но зато за счет того, что у них фидбэк и SLA есть такой, Ну, типа, ты я готов за такое Ну да. качество и такие услуги платить. Но опять же, я им вот написал недавно, и многие об этом, кстати, написали, у них есть страничка в Телеграме, и, ну, в смысле, есть сообщество в Телеграме, и вообще они активно занимаются, как бы слушают своих клиентов. Я сказал, ребят, ну, все супер, только, ну, блин, завтра я пойду, не дай бог, на меня кирпич упадет. Ну да. И все, моя музыка до свидули. Ну, то есть, ну, куда это? Сейчас, как Да, бы... можно ли что-то у всех оплатить, пусть дороже, но чтобы один раз, и пусть оно будет там. У всех разные цели, и вы должны, ну, как бы, ну, не должны, а вы, как бы, понимаете, что к вам обращаются разные музыканты. И... Гибкими надо. Да, в гибкими, этом плане. адаптироваться к этому. А они, ну, как бы, мы работаем над этим, типа, есть. Потом еще там человек написал про это же, тоже. В общем, ждем, что. Почему, да? А что касается дальнейших планов по проекту, Так, погоди дальше идти. Мы еще не разобрались с твоим альбомом. Есть там обложечка интересная. Там люди, скульптуры, из которых там из головы одуванчики летят. Это не та ли история, как ты представлял, что этот альбом должен уже наконец выйти, аллегория, знаешь, и уже все это с головы уйдет, вся эта музыка, и пойдет следующий. Кто вообще это сделал, слушай, обложку, что за тема? да, слушай, интересное у тебя, как бы, это, наблюдения твои, да, по поводу обложки. Хорошо, что ты затронул этот вопрос. У меня было несколько вариантов обложек своих. Либо сам своими силами рисуя и создавая, либо к нейросети, вот, либо ты обращаешься к дизайнеру. Вот в этом случае с альбомом я решил, что нет, надо, короче, сделать с дизайнером. Потому что, ну, когда ты выпускаешь 5 треков, и ты хочешь это сделать качественно, и как-то это все оформить качественно, у меня лично рука не поднимается на мои обложки, потому что они хорошие, но как будто бы, знаешь, вот ты ее как бы вот сделал, и как будто бы вечно чего-то не хватает. И есть к чему придраться, ну, самому к себе. И это будет напрягать, когда ты будешь смотреть на это и слушать. И тут я решил обратиться к человеку, ну, то есть, как так случайно получилось. Ну, вернее, не случайно, может быть, действительно, стечение обстоятельств. Ну, как-то так сложилось, что я знаю Кирилла Штранина. Вот. И через него я вышел на гитариста в Инверторе Александра Крока. Вот. И я увидел на его страничке, что он выложил информацию, что он делает пиздатые обложки для ваших хуёвых альбомов. Вот. И я, соответственно... Хорошая, да. Да. И пиар просто классный. В общем, я посмотрел на обложки, и меня зацепила даже обложка, которая выходила у группы Electric Indians. Вот это последнего их, получается, EP. «Можно больше нет» называется. Там такой карнивул. В общем, прогрессив.
И мне понравилось, то есть я прям, прикольно, надо, короче, попробовать. Вот, и я написал ему, как-то списались, пообщались, он сказал, чего примерно я хочу, дал референсы, хотел что-то такое минималистичное, но с изюминкой, и при этом, чтобы было авангардно и как-то, в общем, подходящее к тому, что, собственно, есть в моих композициях. Ну, такой авангардный рок, металл, короче, вот что-то такое. И у меня были рефы, я ему скинул, вот, мы посидели, подумали, и он мне прислал вариант, вот со скульптурами, с одуванчиками, вот эту прикольную штуку. А мы на тот момент, я ему сказал, что названия альбома не будет. То есть... Придумай, что хочешь, да? Ну, то есть, вроде как бы, знаешь, выходит первый альбом, и вот что-то как-то вот нету в голове такого чего-то прям, что вот хочется сказать этим альбомом. Ну, плюс это все равно сборник, по сути. Пайнпорт просто. И все. Синглов, которые там Да, новые, старые. Да. Вот. И мы как-то так посидели, подумали, и я сказал ему, нет, слушай, все-таки нужно название. И он такой, молодец, правильно. Типа, действительно его не хватает на обложке, и это, как концептуально на обложке, вот ты смотришь с точки зрения композиции, оно вот прям в тему. И мы немножко доработали эту историю, а смысл каждый, на самом деле, прикольно, что каждый смотрит, когда на обложку, он видит что-то, какие-то свои ассоциации у него рождаются. И в этом как бы смысл. То есть... Это смысл, да, творчества. Ты знаешь, перебью тебя, пока не забыл, у Курта Кобейна спросили, типа, не хотите что-то фанатам рассказать, что вы думаете там о своих песнях? Я образно говорю, дословно не помню. Говорит, я бы хотел послушать, что думают они об этом. Вот, реально, там у каждого же своя история. Да. И вот мне очень понравилось, что вот он прочувствовал альбом, он послушал каждый трек и прочувствовал, и понял, чего я хочу. И, по сути, ты показываешь, как аллегорию, метафору, да, какую-то, да, завернутую вот на такую обложку, где видно, что есть, скажем так, что-то нам всем очень, как бы, близкое, и что-то, что вызывает эмоцию. И вот я ему так сказал, что мне очень важно, чтобы ты посмотрел на обложку, и была какая-то эмоция, был какой-то вот, какая-то мысля, или вот что-то, что вызовет у тебя какой-то вопрос, или ответ, или какую-то эмоцию. Это в идеале вообще, если эмоция какая-то есть. Но вопрос-ответ тоже классно. Вот. И он услышал. В общем, я всем советую, обращайтесь к Саше. Короче, ссылочку прикрепим. Вот, да. Хорошо, что, проникся и как-то угадал. Это же просто я когда делал обложки, я такой тоже, я не знаю, как кому-то что-то объяснить, что я хочу, это еще, нужно бабки платить, потому что кому-то вот просто, кто на энтузиазме, там, вряд ли будет время или результат, я думаю, короче, я сделаю все сам, что у меня там в голове, пока буду искать, что-то найду. Но вот если есть люди, которые действительно прослушают и как-то у них коннект происходит и какой-то виден свой, это прям очень круто, мне кажется, для обложек. Не просто стандартное что-то, а вот это круто. Нет, еще, конечно, когда ты сам делаешь, тебя самого прям впирает, и ты кайфуешь от того, что получилось настолько, на 100%, то это тоже классно. Но, повторюсь, это редко, когда так получается. По крайней мере, у меня редко. То есть, есть люди, у кого есть прям талант и играть на гитаре, и обложку делать, и видео, и там стихи, и, в общем, все. Есть такие люди. Но я все-таки один этим занимаюсь, и мне тут, конечно же, нужна помощь. Вот. Хотя бы в чем-то, да? Хотя бы в чем-то, да. Получается, все, кто контактирует с твоей музыкой, неважно, какая она, они все что-то в нее, получается, вносят свои чувства, свои вопросы, свои ответы, там какие-то энергетические вот эти все штуки. Понятно, одна и та же даже история, пересказанная другим человеком, она уже приобретает свой окрас. Да. И правильно ты говоришь, одному очень сложно. Есть просто момент, который ты думаешь, что вот это я закрою, в принципе, да. А здесь я там слабоват, здесь я не дотяну. То есть я тебя понимаю, я тоже сам делаю, я такой, вот это я закрою, допустим, барабаны я могу забить, мне хочется на записи, чтобы они были именно живые, и в теории я могу
провести там полгода в студии и типа выдрочить, да, и сыграть самому. Ну, типа, зачем, когда я вот эту потребность я могу закрыть и сказать, типа, найти человека, который сможет это сыграть, и мы на студии не будем сидеть там и там, Да-да-да. метроном попадать, не попадать. Это в там. лучшем случае. Да, потому что, ну, типа, и так ты на себя очень много берешь, и если там есть какой-то момент, где ты, ну, не так силен, как хотелось бы, да, Да. то лучше все-таки отдать, как говорится, на аутсорс, да. Да, на аутсорс, Вот, да. вот это Профессионалу. слово, да. Ну, то есть человеку, которому ты вот просто можешь довериться настолько, что ты просто вот ловишь обратку в виде уже готового результата, и тебе только как бы поперчить это. Да. То есть вот нормально. немножко, как бы сказать, вот ну, немножко таким продюсером как бы здесь выступаешь, потому что ты на заказ спросишь сделать то, что ты хочешь, и ты говоришь, а я вижу вот так, и мне нужно, чтобы ты вот в этом конкретном моменте вот как бы немножечко добавил вот там чего-то, чего тебе хочется. И здесь круто, конечно. Но опять же, да, это все упирается в бабки, вот, и надо быть к этому готовым. Вот. Но благо с этим проблем нет. И я как бы готовился к этому, что так и будет. Ну да, это хорошо. Вот, но есть в этой всей истории, когда ты сам все делаешь, повторюсь, как бы негатив. Ну, нет у тебя критического мышления. Ты один замкнут, ты здесь вот, наверное, от меня будет какой-то сейчас посыл, что если там удается найти человека, который этим заинтересован, или, например, он заинтересован, но латентно заинтересован, то вот те, кто латентно заинтересован, короче, латентность вы убирайте. Вообще, И- в принципе, Да, и вас могут неправильно понять. как бы, Из контекста сейчас вырежут. да, ну, в общем, короче, не скрывайте как бы своего интереса к тому, что вам нравится. И если у вас есть какие-то навязчивые мысли, типа, блин, а было бы круто, если бы я с этим человеком пообщался, или, например, как-то принял бы с ним, ну, как бы какой-то вот коллапс сделал бы, да, то есть как-то к нему подошел, там, с ним пообщался. Я вот когда был, например, на концерте Нормы в Питере, они же вышли просто вот, ну, просто после концерта вышли. И я просто очень круто пообщался с барабанщиком. Мы стояли минут 30, общались на английском, обменялись контактами. И до определенной поры ну, я с ним контачил. Я ему отправлял свои треки послушать. Потом он заблокировался. Ну, ну просто потом ограничения пошли, да. Так-то, да, прикольно было. Ну вот, но суть не в этом. Суть в том, что, мне кажется, артисту надо быть немножко проще. Понятное дело, есть там популярные, есть не очень популярные, но все-таки стараться быть немножко попроще к своему слушателю или тому, кто хочет с тобой пообщаться. Здесь тоже такая Ну, палка есть, с двух есть, концов. да. Главное Есть, не да. перегнуть, Не когда перегнуть, слушатель да. будет тебе подходить и там, писать тебе в личку. Ну что, Саня, там, ну как? Ну, в общем, да, здесь я согласен. Здесь стоит как бы действительно какой-то находить баланс в этом во всем. Орел таинственности должен. Ты же артист. В Понимаешь, очках, что в ты... цепях. Да, и вообще подходи. поменьше информации. Артисты не болеют. Я хочу видеть рок-звезду, которая пьет бутылку водки, играет, потом едет верхом на лимузине, А потом завернув без майки, и у него не случается потом бронхита, он не болеет с Ты этого не похмелья. видишь просто. Да, я этого не вижу и не хочу видеть. Я не знаю, что там в группе происходит. Вот, я хочу, чтобы это так было. Ну, пускай, да, действительно. Но на самом деле вся эта индустрия, она так и работает. Почему мы как бы ведемся? Потому что мы смотрим на то, чего на самом деле мы подсознательно хотим. Мы смотрим и как бы считываем: о, блин, он круто выглядит, а на него все смотрят, ему идут все внимание, я тоже того хочу. А как это сделать? Нужна группа, нужны шмотки, нужны там женщины, нужен там еще что-то, нужны крутые клипы, ну, там крутые тачки, все. И ты как бы на эту иголочку подсаживаешься, ну, подсознательно, и уже как бы начинаешь, ну как бы, теперь это начинает захватывать. Как бы ничего не остается,
как либо Стать рок-музыкантом. стать рок-музыкантом, либо соскочить и уже И как пойти бы... на завод. Да, пойти на завод. Ну, не сотвори себе кумиры, да? Да, Как бы, но да. все равно же хочется. Мы хотим, знаешь, видеть человека непростого, такого же, как я, который ходит там менеджером работает, там в пятидневку, и там у него свои заботы, там голова болит, не выспался. Нам хочется видеть вот какой-то супергерой. Я вот, например, не хочу смотреть, как там в Слепноте какие-то дрязги, там кого-то увольняют там из-за бабок, там этот подал на них в суд. Блин, я хочу видеть, что вы чуваки, вы семья, вы не такие, как мы, вы там типа рок-идола, вы гоняете в турне и там живете одной семьей. Оставьте это нафиг при себе. Не Ну хочу да, этого да. знать. Да, Вот, да. типа, Ну, то есть я поддержу тебя, потому что вот как бы есть разные мнения на этот счет. И вот если говорить о Честере, мгм. то Или хорошо, или никак. я... Теперь уже. Да, но я вот, ну, нам не понять. Нам не ну, во-первых, мы не знаем все правды, Да, да. да. нам не И понять знаем. его, и нам только можно понять его вот благодаря его голосу в этих треках. Мгм. А что там в голове у него, как у него там жизнь сложилась, это его личное уже дело там, и было личное дело, да. Но вот просто ты затронул эту Мгм. тему, как все-таки все относительно, да, то есть если ты супер популярный артист, то все-таки есть вот обратная сторона, которая как бы такая же, ну, то есть популярность это как вверх, да, а есть обратная сторона, только глубже вниз, которая тебя туда утаскивает Мгм. каким-то образом. У многих популярных артистов наблюдается такое. Ну, скажем так, не у всех, но Ну, это психология. Есть там, такая понимаешь, история. Да. Да, Там же да, да. есть и как истории, когда ты что-то добился, оно уже тебя не так радует. Ну, типа, эти эндорфины тебя да, стрельнули, да, все круто, но потом ты упал, и ты такой, ну и чего, ну и да. ну И да, там да, да. отсутствие там какой-то такой личной жизни. Они же, Да. знаешь, ты хочешь быть звездой, а он говорит, я хочу Я просто хочу выпить. борща. Я хочу борща, я хочу выпить, ну, типа, кофе просто вот в сланцах сидеть вот так в развалку. Вот так вот спать, и чтобы типа меня никто не фотографировал в этот Да. момент и не выкладывали в таблоиды, типа чувак набрал 8 килограмм, он там был, а он там встретился с приятельницей, там, а он потом тебе, знаешь, фотографирует, он изменяет там своей жене, вот это все разносит, а все это. Ну, типа, у них тоже вот это вот, я думаю, какие-то, опять же, мы-то не можем знать, Да, но да, да. это только те загоны, о которых мы можем только догадываться. А что там Домыслы, еще внутри, там вообще, и опять у всех все в голове, ты знаешь. Вот как он сам говорил в последнем интервью, он говорит, чувак, пока мы все вместе, типа все окей, но вот когда я остаюсь один, вот там вот сидит еще один чувак в голове, который, ну то есть там свои какие-то психологические Да, проблемы, да, и они да. могут быть у каждого. То есть внешняя картинка там, она не всегда совпадает с тем, что у человека там внутри. Так, давай не будем о грустном. Расскажи-ка, вот мне интересная история, когда у тебя там было 5 треков, 3 старых, 2 новых. Как это все соединить в одном, и чтобы это звучало, там, ну там ремастеринг или что. Вот, допустим, вот у меня есть тоже 5 синглов, которые записаны в разное время, там, на разных студиях, разными людьми сведены, в принципе. И ты такой думаешь, вот, ну и что тоже они вот закинуть в один альбом, и типа, чувак, а что у тебя есть послушать? Ну вот послушай то, или вот эту песню. А ты думаешь, ну вот скинул, вот все, что есть, вот и послушай. Как это вот, чтобы это звучало-то гармонично, кто этим занимался? Ну хорошо, вот давай так, я отвечу тебе вопросом на вопрос, чтобы ты мне ответил, и с этого я ну, как бы продолжу. Вот тебе кажется, вот ты послушал альбом, гармонично там в плане звука, какой-то последовательности и вообще как-то это все можно, по твоему мнению, уместить в альбом? То есть это все как бы вот ты слушаешь, и это все действительно альбом, или это, по твоему мнению, что-то другое? Я бы тебе сказал, что это звучит как сборник и как разноплановый немного. Все-таки слышно разноплановый, ну там даже не будем брать вокал, даже стилистически все равно это как-то вот немножко меняется. Но мне понравилось, что именно разнопланово, что это
не звучит как записанный в одно время на одних инструментах, на одной студии альбом. Но тем не менее, там нет такого, что ты прям, ну, как будто вот мастерингом все сделано так, что вот как будто бы вот все это вот, ну, звучит цельно, несмотря на то, что разнопланово, но по звуку нет каких-то провалов, громче, тише, там гитары как-то звучат, как-то, ну, немножко там не так. Как будто бы вот все норм. Поэтому... Ну вот смотри, для того, чтобы, вот если есть цель свое творчество как-то объединить в один альбом, то первое, я бы начал с того, как бы, вот, с ощущений. То есть, какие у тебя есть ощущения, то есть, какие бы ты треки, вот 100% бы объединил в один альбом. После этого, когда ты четко понимаешь, что вот эти нет, вот эти да, можно объединить в какую-то одну концепцию, то есть что ты этим хочешь сказать? Вот лично у меня был посыл такой, что я хотел как бы решить две задачи, две проблемы. Первое – это сделать так, чтобы те треки, которых нет, они были в тех ресурсах, в которых они были раньше. И при этом не перевыпускать их еще раз, чтобы это не было дублей, не заниматься вот этим вот гемором. А вторая задача была у меня, она главнее. Я хотел сделать мини-альбом Part 1, понимаешь? То есть, чтобы я мог еще раз напомнить, что смотрите, я здесь. Вот мой проект. Вот раньше мы выпускали такие. Вот они опять есть, их можно послушать. И когда ты выпускаешь альбом после синглов, как бы волей-неволей, но ты как бы все равно их послушаешь. Ну, да. как бы... Но это так работает, понимаешь? Я захожу, я послушал один типа сингл. Что еще есть? Я захожу, что-то там, какие-то альбомы, мини-EP, синглы, они что-то повторяются. Ты такой, блин, ну гораздо же удобнее. Удобнее нажал, да, всё. и такой, пусть оно там, я еду в метро, пусть он у меня один прослушал, ну, вроде ничего, второй, третий, такой, ну, ничего, нормально. Ну вот, как бы я преследовал такую цель, чтобы действительно это было упаковано в одну книжку, чтобы тебе не надо было доставать еще одну книжку. Все, это все есть, вот, пожалуйста, в одном мини-альбоме, который, ну, как скажем так, еще раз напоминает о том, что вот были синглы, а вот новые треки. И новые треки я специально вывел вперед, то есть чтобы они были первыми, как бы, ну, которые ты послушаешь. Вот. Нормальная тема, кстати, что ты про это подумал. Вот, а что касается именно общего звучания, общего какой-то вот такой атмосферы, когда ты вот... Ну, сейчас все слушают синглами. Сейчас все выпускают синглы чаще. А я наоборот не люблю. Вот. А раньше мы слушали все это альбомами. Вот. Но сейчас еще есть такая штука прикольная, когда ты делаешь типа пре-альбом, и к альбому у него выходит сингл. Ну вот это нормально, подогреть. Вот, типа, ты вот. такой заслушал парочку, такой, прикольно, я буду примерно ожидать, что они же будут там же, и что-то подобное будет там. Типа, я буду его ждать, когда он выйдет, я типа чекну. Да. И что в этом еще крутого, с точки зрения какого-то развития, промоушена, да, или напоминания о себе, это то, что, во-первых, ты себе этот альбом уже добавил. А во-вторых, когда выйдет еще трек, у тебя появится уведомление. Это нормально, да. Вот, то есть опа, и ты уже не забыл о нем, ты вот оп, и такой, все, ушел туда. И когда выходит полный альбом, ты его, естественно, весь слушаешь. Ну, конечно, те композиции, которые ты хорошо знаешь, уже послушал, у тебя уже нет такого желания, там, ну, очевидно, да, слушать, но ты слушаешь остальное, тебе интересно, а как это, ну, по крайней мере, мне, как музыканту, мне интересно послушать, а как это вяжется вообще вместе. То есть, что такого, как бы, вы выпустили еще наравне с теми, условно, хитами, которые были выпущены первыми. И для меня вот там есть пару коллективов, которых вот я добавлял к себе и слушал. Некоторые прям вообще, вот один трек вышел, потом второй трек вышел вообще куда-то не туда.
как будто, знаешь, вот так вот, как бы мяч туда-сюда, туда, вон туда-сюда, и ты такой, блин, а как они это вообще потом совместят? Но когда ты начинаешь слушать весь альбом, ты слышишь, что все это связано Мгм. классным сведением. То есть вот ключ в том, что вот это все как бы слушается, как ты сказал, как бы ровненько, и как будто бы все целостно, и как будто бы вот нет как бы вот этого, знаешь, а вот этот трек вообще как бы не отсюда. То есть он как будто бы... Но это сразу слышно, когда есть все-таки делают сборники, но это обычно у именитых групп, потому что там достаточно тяжело, когда у тебя там 25 лет коллектива, у тебя там песни 20-летней давности, там уже нету никакого проекта вот этого, ты уже там не пересведешь, там что-то отмастерить можешь, но это все равно не то, что ты записал через 20 лет, и ты такой, оп, понятно, это старый трек. Да. Ну вот, собственно, ключ, последний, скажем так, штрих, это вот сведение, тот человек, который будет сводить, и те уши, кто это будет, человека, кто будет сводить, этого специалиста, и сам мастер. То есть обязательно мастер нужно в этом случае давать другому. Ну да. Вот, да. потому что у Обычно того, такая кто история сводит, так и делается. тоже как бы уши не резиновые, и он уже будет все. Так, и кому спасибо-то за сведение? Ну, на самом деле, за альбом спасибо сведение всем, кто принимал в этом участие. Это и Роме Уразову, и у меня есть знакомый Евгений, не помню фамилию, но, в общем, Евгений. Вот. И Дане спасибо. В общем, всем спасибо. Всем спасибо. Да, все свободны. Все свободны. Да. Вот. В целом, ну, получается, что да, вот эти три составляющие – это твое видение, второе – это уши того, кто будет сводить, и третье – это вот то, как ты хочешь, чтобы это вот вышло, я имею в виду в формате чего? EP, альбома, предальбома с синглами, которые в этом альбоме. Вот так, наверное, я бы ответил. на этот вопрос. Что вот этот видос это было, такой презентация, где вы на Добролете записывали, это что за синглы были или что это? Да, это было все к синглам и в целом про проект. Мгм. Там я приглашал своего знакомого Алексея Удучинок. Вот, он очень крутой в плане, он занимается профессионально видеосъемкой, монтажом. Вот, он и свадьбы делает. Ну, в общем, у него там целая индустрия своя вот в этом истории, в этом направлении. Вот. Но он сам музыкант, он вокалист Cellar Door. Мгм. Я просто знаю, что он круто делает. И я просто позвал его, вот он мне помог. Вот, и круто помог, я считаю, вообще там отснял материал. Хороший ролик, и снято, и смонтировано. Да, очень Всё достойно, четенько. Причем он даже, по-моему, времени на это не потратил немного. Он просто очень близок к музыке, и он знает, короче, что надо. Вот, я даже почти ничего не объяснял ему. Он просто мне сразу выдал, сказал, вот, блин, просто ты То, что нужно. попал прям просто в яблочко. Это там на Добролете что, вы барабаны только писали? Да, на Добролете я расскажу. Значит, запись проходила в 2 этапа. То есть вообще к выходу планируется вообще вот этого всего 10 треков. То есть это еще что-то будет? Да. То, что было уже записано на Добролете, но что не вошло вот Да, в визави. VP, да, вот в этот вот. То есть там теплится еще 5 треков. Это в те сессии были записаны. тоже, Да. И, соответственно, там я ставил как бы такие боевички, короче, там такие патроны в обойме, которые будут отличаться от первого вот этого EP. Вот, кстати, тоже ответ на твой вопрос. Можно Мгм. разные концепции объединить в разные EP или в альбомы. То есть, смотря то, как ты это сгруппируешь по смыслу, по звуку, по звучанию или там чему еще. И вот у меня точно такое же. Мгм. Я Вот так вижу. сделано. Да. А еще на Добролете мы делали реампинг гитары. И даже немножко позаписывали вокал вот, к Moving On. Вот. Но мы все равно потом перезаписывали Moving On. Юра записывал у себя там в Липецке. Вот он в Липецке живет. Короче, вот я всех призываю к тому, чтобы делать все трушно. Ну, то есть, это
как бы не то, что всех призываю, это моя как бы такая вот особенность. Я вот люблю, когда в альбоме живые инструменты. Понимаю. И, ну, я не могу по-другому. Ну, я не могу вот слушать, уж меня и простите, металлисты там современные, но не могу я слушать вот этот шаблон, вот это клише, когда как бы оно просто все по одному сценарию. Вот. Ну, надо же как-то индивидуальность какую-то вот, а прям вылизывать так сильно. И, ну, не мое. Ну, есть кому нравится, пожалуйста. Ну, у всех разные подходы. Да, это вкусовщина. В общем, короче, я к чему? Я просто, я именно хотел и хочу, и будет так, всегда живой инструментал. Мгм. И вот что касается, если вы что-то делаете живое, да, как бы есть в этом минус. Это куча бабок в это надо влить. И понятное дело, почему все как бы от этого, ну, отходят, Забивают забивают барабаны, вот так, барабаны, да, или, например, чем-то жертвуют. Ну и сейчас вообще, в принципе, цифровые технологии ушли настолько, что ты не отличишь живое от неживого. Ну и, соответственно, я вот old school. И, короче... Old Bobby. Да, и вот на студии, ну, короче, было потрачено время именно вот живяги, короче. Я решил, и я вот хочу, чтобы все было живое, чтобы было все, вот слышно было, как бы вот эти все милизмы, микро вот эти моменты, которые лезут туда и создают некую грязь. И это мне нравится, что такая грязь есть, потому что это и отличает, как бы, ну, скажем так, это отличает, то есть аналог от цифры, да, то есть кто любит вот аналоговое ламповое звучание, это представим, что это как будто ты вот пластинку слушаешь, и там вот эти вот от пластиночки как бы идут шероховатости. Ну, блин, кому-то это нравится, кто-то от этого прям кайфует. Что типа такой с чайком, такой сидишь и вот слушаешь, да? А кто-то вот, ну, любит просто там Максимально чисто, чтобы- диск поставить, которому уже там 10 лет, и там будут такие... Ну, когда, знаешь, диск уже давно поюзан, и вот эти моменты, что он там Я этого заедает. уже давно не слышу. А кому-то нравится, да, вот там, ну, цифровая музыка, которая вот доступна, и она вот так вот сведена. В общем, ты решил сразу забить все треки, которые будут, Да. потому что сейчас мы перейдем немножко в другую твою сторону твоей жизни. Мгм. Сейчас ты молодой отец, Да. и времени уже не так много. И не так ли его много, как раньше? Подизменилась жизнь музыканта? Ну, Ты честно, рад, что ты записал заранее еще 5 треков? естественно, да. То есть я, можно сказать, чувствовал, да, что у меня времени не будет вот на это все. И, естественно, я приложил на тот момент максимальное усилие для того, чтобы это все записать как можно скорее, и это как бы было. Потому что, ну, когда появляется ребенок, Мгм. все просто на 180 переворачивается, и ты каждый день просто адаптируешься, учишься жить заново. Вот день сурка, как бы не день сурка, а как будто бы ты каждый раз входишь домой, но ты как будто бы в новый дом зашел. Вот, и к тебе нужно привыкать ко всему заново. Твой ребенок учится жить, и ты вместе с ним. Да, да, то есть, как правильно говорят, дети – это учителя, да, еще те. Можно сказать, да, изменилась музыкальная моя жизнь, потому что я не так много сейчас уделяю времени музыке, но я возобновил раз в неделю как бы занятия на барабанах. То есть я четко... Ну, то есть сейчас уже мелочь моя подросла, вот, и сейчас появилось время на то, чтобы позаниматься этим в удовольствие и как-то возобновить какую-то творческую такую... Просто когда ты постоянно в этом, у тебя рождаются какие-то идеи, какие-то идут какое-то вдохновение, подпитка какая-то. А когда этого нет, ну ты как будто бы
Ну, просто рутина. Ну, то есть все так как-то монотонно. Вот. И это замкнутый круг, короче. Ты из него пытаешься постоянно как-то вырваться мысленно, но вот не можешь просто потому, что есть ограничения определенные. Ну, как бы здесь по-разному все реагируют, вот, но я как бы придумал определенный выход. Я играю по ночам. Отличное решение. Но тут на самом деле все упирается в часы. Когда как бы дети подрастают, становится уже немножечко понятно как бы порядок их жизни, ну, я имею в виду в день. Как день у них, какой режим. И ты уже подстраиваешься под этот режим, ну, волей-неволей, как бы ты по-другому не сможешь. Вот. И, соответственно, находишь в этом ну, определенные как бы, места во времени, где ты можешь себе уделить дорогому внимание, закрыть свои потребности. И вот первое, наверное, о чем бы хотелось сказать, это, короче, тех, у кого, наверное, дети, ребята, музыканты там, да? Держитесь. Держитесь, да, вот. И советую вам перестраиваться на утро. Вот все важные дела делать утром. Ну, в смысле, это, ну, как понятно, важные разные бывают. Я к тому, что перестраиваться на то, что ты утром, как бы надо себя перестраивать на то, что утром тебя никто не отвлекает. Как правило, ну, разные дети, понятно, но, как правило, ну, у меня, по крайней мере, мой сын, он спит утром. В общем, когда, да, ребенок ваш спит, вот, все дела туда. Да, все дела туда, да. Да, слушай, это нужно, знаешь, кому? Это вот тем металлистам, которые сейчас бегают с длинными волосами, пьют пиво, играют на гитарах и говорят: мы будем жить вечно. Слушай, мне кажется, у них нет цели. Они этого еще не семьи. знают. Но Да. вот у кого уже есть дети, они такие, они уже, дядь, мы уже знаем, куда перестраиваться. Да. Кто ночью сидит, кто там Да. утром. Ну вот, а еще, как бы, ну, надо уметь, конечно же, понимать, как бы, что ты не один, вот, что ты, как бы, у тебя есть семья, вот, и, соответственно, другие люди, они же тоже личности, и они тоже хотят закрывать свои потребности. И тут вот, конечно, нужно находить вот эти драгоценные часики и как-то компенсировать одно с другим, то есть, согласовывать, получается, время на то, чтобы вот я к тебе приехал. Да. Отпустите меня, Отпустите, пожалуйста, да. Ну, в общем, ну тут на самом деле очень, пользуясь случаем, наверное, скажу спасибо своей жене, потому что то понимание того ее, что музыка меня не отпустит и никогда, как бы, да, она это очень хорошо Просто понимает. смирись. Просто смирись. Но она и человек такой, что она сама любит музыку. И как бы такая история, что здесь все разные люди, но вот старайтесь как бы уважать просто интересы другого человека, ну, то есть банальное уважение. Если это будет, то вам же обратно это вернется. Ну, это нормальная история, когда ты хочешь чем-то своим позаниматься, а тебе просто не дают, потому что либо тебя не уважают, ну там это уже, конечно, край, либо не понимают. Вот. А непонимание — это неуважение, следующая стадия. Ну, это уже психология, но суть как бы понятна, я думаю. Ну да, конечно же, у меня все перевернулось, но я научился адаптироваться. И, знаешь, уже какая-то есть такая цель, вот подрастает... Басист? Сын будет басистом, что все замкнулось у вас, и ты теперь подобрал. Он гитарист. Ну, слушай, тут еще, наверное, у меня, его дедушка, мой папа, там тоже это самое... Смотри, что у меня есть. Это Music Man. В очереди уже спит и видит, типа, сейчас я его научу. Может быть, он поддастся. Не мой сын, так мой внук. Ну, в общем, да, тут вот эти, конечно, мысли есть, но я стараюсь, скажем так, не навязывать ему как бы вот это, а просто, наверное, идти по тем же стопам, что и мой отец со мной, как было сказал, да.
Просто вот смотри, у тебя батя барабанщик, и у него есть музыкальный проект. Вот такая история. Нравится? Круто, давай. И попробуем У него вместе, есть да. музыкальный проект. Хочешь что-то свое? Блин, да, я тебя поддержу. Не вопрос. Но только тебе нужно знать. Вот смотри, начнем с агрегаторов. CD Baby знаешь? Да. Нет. А вот смотри, а вот чек, а вот инструменты, а вот как записывать. А вот на добролет мы сейчас с тобой Ты сходим. записываешь? Ребенок Записывай. такой, может, я пойду манагером лучше? Что-то как-то сложно. Ну вот, да, кстати, здесь надо давать, ну, короче, вот эти вот клещи, ну, в смысле, не зажимать их вот в пассатиже, Ну, сам пускай поймёшь. сами разберутся сами. И вот пускай поошибаются, пускай вот потыкаются, пускай вот это познают жизнь. Вот. Ну, по-другому никак. Ну, ты сейчас вот сказал, что тебя отпустили. А мне знаешь, что сегодня сказали? Да. Я так угорнул. Мне дочь говорит, мамочка, папу отпустим поесть. Я такой, вот спасибо. Это подробности. Ну, конечно, я на подкаст вышел. Я как-то. понял. Ну, то есть я всегда так. Меня отпускают поесть, я открываю окно, И на подкаст. выбегаю. Вот он, папа, ты где был? Почему так долго? Я еду добывал. Ну вот. Так, ну и не зря я тебя спросил. Во-первых, хотел посмотреть, как ты будешь выкручиваться. Но я был Во-вторых, готов. чтобы те, если есть уже поклонники, фанаты твоего творчества, знали, будет ли дальше продолжение, или ты такой семья, сад, огород, какой пейнтпорт там, ребята, завязывайте. Нет, будет и семья, и сад, огород, но будет и байнпорт дальше, естественно. То есть там ничего не остановилось. Я скажу более того. Это будет такой сейчас спойлер небольшой. Ну так давай сейчас это и Да, время сделаем. спойлеров. Начинаем. Сейчас готовится один трек, к которому я привлек написанию текста, привлек Кирилла Штранина. То есть он писал текст на него. Вот. И привлек своего знакомого Артема Кураковского, который это дело споет. Мгм. Вот. И это будет такой хардкор. То есть прям хардкорчик. Вот. Ждем. И, соответственно, идет сейчас работа. Мы готовимся записать демку вокальную, чтобы понять, где нам надо еще поработать, а где еще, ну, где нормально, скажем так, где мы уже готовы идти на студию записываться. Плюс к этому есть новости о том, что мы снова с Димой Чижовым начали совместно продолжать развивать, ну, творчество. Пока что, и прям не скажу, что это пайнпорт, вот, но я так скажу, что ну, как бы пайнпорт от нас никогда не уйдет. Вот. Ну, то есть мы с ним очень хорошо друг друга понимаем. И на этой почве я предложил ему еще раз попробовать, в плане попробовать просто поиграть вместе. Стараться играть и делать то, что вот сейчас хочется, Мгм. а не то, что там, ну, мы там завязаны на каких-то там поклонниках, там, не знаю, там, вот у нас, ну, у меня там вот такой Концепция, стиль, концепция, стиль. Нет. Вот то, что на душе есть, то и делаем. А уже дальше связать это как-то с что-то с чем-то, это уже отдельный вопрос, потому что, ну, опять же говорю, тут какие цели тебя преследуют? Если есть цель, вот, не знаю, там, собирать поклонников, целый зал, то, ну, скажем так, все уперется в банальные бабки. Скажем так, есть коллективы у нас в стране, кто для меня лично вот не вызывает никаких вот эмоций вообще. Но они, блин, типа собирают космонавтов. Мгм. Ну и я такой, типа, и я понимаю, почему так. Я понимаю, потому что либо надо иметь длинный язык, либо вот такую печень, либо нужно... Неожиданное решение. Ну, я утрирую. Вот, либо нужно, ну, то есть, иметь связи, Ну да, иметь да, да. кучу возможностей и Короче, у тебя ресурсов. должен быть ресурс, либо финансовый, либо... Да, условия. и время, и семьи не должно быть, потому что если ты туда влез, и ты хочешь определенной цели добиться,
то ты всем жертвуешь. По сути, Мгм. ну, по крайней мере, у нас в стране, ну, я вот так замечаю, что, ну, для себя как-то отметил, чтобы в андеграунде, да, вот, быть признанным, вот, на мой взгляд, первое, это нужно 10 лет поесть земли для того, чтобы вот на 11-й год, Мгм. имея у себя внутри определенный костяк, который никуда не уходит. Вот, вот эти люди, они прям вот все вместе 10 лет. Вот там, например, барабанщик, вокалист, Мгм. там, ну, там просто 2 или 3 человека, которые никуда не уходили. Это первое. То есть для того, чтобы как-то выбиться вот даже в андеграунде. Мгм. Это первый момент. Второе, то есть надо иметь, первое, это надо иметь вот этот костяк, который никуда не уходит. Нет вот этих вот смен, вот этих вот людей, этих идей, этих как бы наработанной базы этой. И те, кто к тебе приходит или уходит, это уже по сути не важно, потому что есть костяк. И если эти люди идут в одну точку, все, это уже, ну как бы все. Если ты приходишь, ты либо соглашаешься с этим и идешь в эту же точку, либо ты не соглашаешься и приходит другое. Но они все равно двигаются. Мгм. Но Я понял, да. ничего не меняется. Вектор, несмотря ни на что. Да, идет. да. И второе, это нужно, вот есть только музыка, все, и ничего больше, никакой семьи, никакой там вот других приоритетов, есть только музыка, и ты только этим занимаешься 24/7. Все, вот это залог того, на мой взгляд, что у тебя будет признание, скажем так. И еще надо немножко со своей личностью поработать, на мой взгляд, потому что медийные все эти ребята, они, ну, на мой взгляд, должны уметь разговаривать, доносить свою точку зрения, а не быть как бы какой-то шпаной, там, непонятно откуда, да, и постоянно в очках, подбуханный, там, под чем-то там. Ну, если это не в рамках стиля. Ну конечно. да, не в рамках стиля, конечно. Ну, в общем, надо иметь какое-то свое мнение на что-то вот происходящее, ну потому что ты признан, и как бы с тебя считывают эту информацию. Ты даешь молодому поколению какой-то месседж, который они, ну, как бы забирают. И тут, да, действительно ответственность есть, ну, как бы в этом случае. Ну вот, да, вот такие моменты. И еще к этому немножечко вот для аппетита, немножко Да. лаве, да? Да, Немножечко да, денежек. да. Но это Или вряд если ли. бы этих двух факторов нету, то просто не вот столько, а прям вот так. Ну, в андеграунде вряд ли, мне кажется. Ну, то Нет, есть, ну да, мы уже переходим, Мгм. когда нужен проект, и Да, который да. есть там Там уже продюсер, немножко есть другие музыкант. цели, да, там уже В андеграунде, да. в андеграунде, да, вот. А вот визави, будет ли концерт? Ребята-то должны почувствовать вкус крови. Есть ли Будет ли команда, концерт? которая готова за это взяться? Ну, Я там видел фотосессии, но там из-за смены состава я не понимаю, это Да, новые да, ребята да. или это для фотосессии, либо это старые. скажем так, что я не против сделать концерт, но для того, чтобы его сделать качественно, и это прям, ну, для меня это будет целый проект. А если это проект, то это люди. А люди – это деньги. Потому что если ты хочешь сделать это круто и быстро, и качественно, нужно, ну, мне именно нужно привлечь людей. И, соответственно, ну, ты будешь просто уверен в результате, что Ну, все понятно, да. сделают то, что надо. И ты будешь просто кайфовать. Как бы, понимаешь, если делать концерт для себя, то это одна история. А если делать концерт постоянно, для того, чтобы привлекать народ, это другая история. Мгм. Вот я склоняюсь больше к чему? Если получится сыграть Пайнпорту на разогреве, это Вот будет хотел прямо сказать. верх блаженства, верх мечтаний моих, потому что тут как бы ты ну, как бы выходишь на такую ступеньку. То есть тебя никто ничем не обязывает, ты просто как бы выходишь на эту ступеньку и просто на ней стоишь. А потом хочешь, поднимайся дальше, хочешь, опустись ниже. Вот, соответственно, выбор за тобой.
И тебя никто не обязывает дальше какие-то концерты делать еще. Но ты однозначно уверен, что там будут люди, что они тебя услышат, что ну, как бы есть какой-то от этого смысл в конце концов. Ну да, согласен. Так, в общем, что я тебе хочу сказать? То, что ты от твоих жарких разговоров, от разогрева, меня перегорела лампа. И я хочу сказать, нужно донатить. Нам нужны новые лампы теперь. Пока Алиэкспресс еще с нами, мы это можем усилить. Много не нужно. Вот. Давай, наверное, мы подведем итог. Здесь мы озвучили, что у нас будет дальше. Это все или там еще есть у тебя что-то, как у фокусника в рюкзаке, вот эта вот история там. Оба. Да, там есть еще что-то? Ну, скажем так, есть надежда пока, да, что вот Надежда Сергеевна? Любовь Евгеньевна. Так на самом деле забавно получается, что я как бы эту музыку начал, ну вообще Пайнпорт выпускать только тогда, когда началась пандемия. Ну, начались вот эти события, которые сейчас идут, да. То есть, а до этого, как бы, я ничего не выпускал, и, типа... Тебя, короче, кризисные моменты подталкивают, надо что-то делать, да? Самое время пришло. Ну вот я не знаю, ну, просто, наверное, пришло время, действительно. Но так как у меня независимый проект, я не завишу от каких-то обстоятельств в этом плане, я стараюсь просто делать это тогда, когда считаю нужным, и все. Когда оно готово, скажем так. Шикарно. На этой позитивной ноте, что мы будем работать даже в кризис, мы и закончим. Вы пишите в комментариях про все, с чем вы согласны или не согласны, какие должны быть барабаны разноцветные, светящиеся, про преемственность в музыкальных семьях поколений. Обязательно чекните альбом. Ребята, и в частности один из ребят, и самый главный ребятенок, вложил в него очень много времени, сил. Альбом действительно крутой, и пожелаем тебе удачи, и чтобы треки выходили быстрее, и эта лодка гребла сама с моторчиком была, а не ты с бесконечным веслами. бензином. С бесконечным бензином. Спасибо, что пришел. Тебе Было спасибо. круто. Всем рок.